Во время промышленной революции заводы должны были быть запущены круглосуточно, поэтому сотрудники той эпохи часто работали около 10-16 часов в день. Однако в 1020-х годах Генри Форд, основатель Ford Motor Company, установил пятидневную 40-часовую рабочую неделю. Удивительно, но Форд это сделал не ради здоровья сотрудников. В интервью журналу World's Work, опубликованном в 1926 году, Форд объясняет, почему он переключил работников с 6-дневной 48-часовой рабочей недели на 5-дневную 40-часовую, при этом оставив ту же зарплату. Форд говорит, досуг является незаменимым ингредиентом в растущем потребительском рынке, потому что трудящиеся должны иметь достаточно свободного времени, чтобы найти применение потребительским товарам, в том числе автомобилям. Итак, одной из главных причин, почему мы работаем 40 часов в неделю, является то, что у нас должно быть достаточно времени, чтобы купить вещи. Таким образом, 8-часовой рабочий день установлен с целью увеличения потребления. Пока планета погружается в геополитический и экономический кризис, мир незаметно захватила новая эпидемия. Речь идет о стрессе на работе, и это, по мнению Всемирной организации здравоохранения, уже стало болезнью 21 века. Эмоциональное напряжение увеличивает риски возникновения депрессии и других болезней, снижает работоспособность и вредит экономике. Ежегодно крупные страны теряют около $1 триллиона из-за стресса работников. В 2022 году почти 50% сотрудников и 53% менеджеров выгорели на работе из-за паранойи продуктивности их руководителей. Сейчас начальники стали опасаться, что удаленные и гибридные сотрудники работают меньше, чем в офисе. Даже несмотря на то, что по факту они работают больше, чем когда-либо. Работать все-таки вредно, и это не миф. Стресс, переработки и страх безработицы очень дорого обходятся компаниям, а человеку они могут стоить жизни. В США из-за проблем на работе ежегодно умирает 120 тысяч человек. В России работают сверхурочно 87% сотрудников, и лишь 12% получают за это положенную компенсацию. В докладе Всемирной организации здравоохранения совместно с Международной организацией труда говорится, чрезмерно длинные рабочие дни ежегодно становятся причиной смерти 700 тысяч человек по всему миру. Так получается, можно уработаться до смерти? Японцы кое-что знают об этом. У них даже есть отдельный термин – кароси, означающий смерть от переработки. It's almost near midnight. When I work in the office, little by little my body going to bad and feel pain in my heart. Little by little I could not breathe. Finally I fall down. But employee also, they so busy, they could not take care about me. Just go home. You can go home. Japanese society is everybody go running same way. They cannot see the outside, living in a very closed, very small world. Only working is existing 19 hours or sometimes it's over 24 hours. Around 4 a.m. or 5 a.m. I just pick up a taxi and going back to my home. And sleeping 30 minutes or 1 hour, then going back. Sometimes I had a nap in the bathroom so that I could not be found by my boss or colleagues. Even when I finish the 11 p.m., I will get on the train again for 1 hour. But the situation is the same as the morning. All of us feel the stress. No one is waiting for me. The room is dark.
just sleeping without having dinner, and continue keeping the same day from next day. Основные причины кароси – инфаркт и инсульт на фоне стресса, переутомления и недоедания. Япония одна из немногих стран, в которой собирается специальная статистика по кароси. Все-таки работа забирает самое ценное. Каждый наемный сотрудник отдает компании самое дорогое. И это время. Есть минутка? О чем ты, Мия? У тебя же целый год. Но я не могу его тратить. Пожалуйста, мне надо оплатить счета. Ладно, дам 5 минут. Чеши отсюда. 4 минуты за кофе? Вчера это стоило 3. Вы хотите кофе или воспоминания? 2 кофе. Сколько у тебя сегодня смен? Только 2. Я без ума от счастья. Если бы ты пошел в отца, мы были бы богаче. Я не борюсь. Еще один. Средь белого дня. Стой, что это? Где остальное? Вам платят за 40 часов в неделю, но часто вы работаете больше, задерживаетесь, выходите на выходных, участвуете в дополнительных встречах, летаете в командировки. Например, ваша оплата может быть $1000 в месяц за 160 часов работы. Но реальность такова, что ты тратишь на работу 320 часов, а оплату за эти дополнительные часы никто не компенсирует. А что такое зарплата, по сути? Давайте разберем на примере. Средняя зарплата в Казахстане на 2024 год 390 328 тенге. По курсу на 17 января 2025 года это примерно $736. Самое забавное, что вроде зарплаты казахстанцев растут с каждым годом. Но если посмотреть курс доллара, какой он был в 2013 году, то по сути казахстанцы зарабатывают все те же самые $700. А прошло уже 12 лет. Человек работает с 9 до 6, проводя по 2 часа утром и вечером в пробках. Утром на работу, вечером домой. На саморазвитие времени не остается. Курсы, квалификации не до этого. Это не жизнь, это рабство. При этом компании продают нам идею, что мы должны работать не ради денег, а ради развития и пользы обществу. Они требуют от нас быть командными игроками, забывая, что каждый звонок, отчет прямо сейчас, срочно или встреча в нерабочее время – это кража нашего времени. Вот вы задумывались, почему в странах СНГ не принято обсуждать зарплаты? Когда подписываешь трудовой договор, HR 1000 раз повторяет, что эта информация конфиденциальная. Ее нельзя обсуждать с коллегами. Так почему руководители так неохотно поднимают зарплату? Да потому что это им невыгодно. Хорошему сотруднику всегда найдется 1000 объяснений, почему сейчас не время. Руководителю проще платить по минимуму, чтобы ты работал, но не голодал. Пошел в бухгалтерию жаловаться, а мне вот заплатили. А вам не хватает? Сущие копейки. За мою деятельность. Вот я, так это зарплата? Да, это все. Да. Я же здесь отработал же. Но мне же надо деньги дать было. Настроение упало. Ну на одних таблетках-то я не протяну до следующей зарплаты. Почему вы не сообщите об этом в руководящие органы? Ну, мне не хватает характера. Они мне 200 говорят, это официально. Под роспись говорит. Вы, говорю, не умеете. Стажер получает по 400. А мне 200 дали и говорят, сверкай ботинками, пойдешь. В общем, денег у меня опять нет. Хочешь, не хочешь, живи. С возрастом ситуация только усугубляется. Взрослые сотрудники все чаще боятся перемен. И вот ты сидишь на месте с копеечным повышением, потому что семья, ипотека, дети, куда я уйду? Мы ведь все это понимаем, но молчим. А самое главное сожаление умирающих – это я слишком много работал и мало времени проводил с семьей. Работали ради чего? Айфоны в рассрочку, квартира в ипотеку.
даже отдых, и тот в долг. А доходы растут мизерно. Нас будто держат в ведре с крабами. Меньше думаешь, проще управлять. Весь Казахстан погряз в этих кредитах, финансовых пирамидах, в рассрочках, каспиредах. 80% казахстанцев не имеют сбережений в размере их месячной оплаты. Кому-нибудь позвони, скажи, 300 тысяч скинь. У кого есть свободные деньги на карте в размере 300 тысяч тенге? Если средняя зарплата 390 тысяч, а могут на одной позиции сидеть одинаковые сотрудники, но один будет получать больше, а другой меньше. Просто потому что он не попросил больше. Потому что любая компания использует вас в качестве инструмента для достижения своих целей. Вы ломаетесь, вас заменят. Даже лучших руководителей увольняют, если они становятся неудобными или нерезультативными. Щелкнуть пальцем, и человек уходит в своей руководящей должности. Поэтому никогда не продавайте себя дешево. Пока вы в найме, уважайте себя и свое время. Всегда просите больше, потому что вы получаете деньги, да. Компания платит вам деньгами, но вы-то расплачиваетесь своим временем. Самое ценное в жизни – это время, а не деньги. Деньги – это всего лишь инструмент, который позволяет жить так, как вы хотите. Необходимо было прожить 30 лет. И только сейчас я это все понимаю, что действительно самое ценное – это время. Мне казалось, когда мне было там 25, что моя жизнь такая бесконечная, у меня всегда будет моя молодость, здоровье, энтузиазм, энергия, драйв, это все будет у меня. Но как только 30 исполняется, ты понимаешь, что 30, а там и близко 40, а потом и 50, и не факт, что до 60 доживешь иногда. И мне так жалко стало себя, которая пахала на работодателей за мизерные копейки и жила от зарплаты до зарплаты, не можешь ни на что накопить, держишься, терпишь все, что тебе говорят, улыбаешься, просто делаешь свою работу, потому что нужна работа. И реально сидишь и думаешь, что если я буду больше выкладываться, если на выходных я 8 часов проконсультирую всех студентов на этой образовательной выставке, мне сделают зарплату $1000, ура, меня признают. Хотя приносишь компании огромные деньги дохода, а получаешь даже меньше 1%. То есть на тебя просто тупо ездят. И ты сам лох, если ты соглашаешься на эту сумму. Поэтому соизмерять любой свой труд в часах и в деньгах самое рациональное решение. Не за красивые глазки, не за спасибо, а брать деньги за свой труд. Сколько часов я трачу, сколько часов я потратил на обучение, сколько часов я потратил, чтобы стать таким крутым специалистом своими собственными усилиями. Я бы вам хотела сказать то, что самое первое, самое главное, цените свое время и труд. Вы у себя одни. Не тратьте здоровье на услужливость компаниям или клиентам, которые не ценят вас. Я вам уже привела статистику, сколько человек в год умирают от того, что они упахиваются на работе. И второе, что я вам хочу сказать, любая работа должна быть оплачена достойно. Третье, что я хочу вам обязательно сказать, это диверсифицируйте свой доход. Зависимость от одной зарплаты – это путь к нестабильности. Создавайте несколько источников дохода. Потому что когда вы зависите только от одной зарплаты, от одного работодателя, от одной компании, вы все терпите. Поэтому, если хотите свободу, для начала начните откладывать. Потом начните искать место, где вам платят больше. Ну и самое последнее, что я порекомендовала как раз таки самой себе, работать на себя. Если вы умеете приносить доход компании, вы точно можете монетизировать свои навыки самостоятельно. Это не обязательно должен быть какой-то офлайн бизнес. Возможно, онлайн бизнес, да. Но элементарно попробовать себя самозанятым.
даже работая в найме, уже брать какие-то дополнительные проекты. Да, многие компании запрещают это, чтобы вы еще дополнительно работали, но откуда они узнают, чем вы еще занимаетесь в 7 вечера? Прокачивайте свои скиллы, свои навыки, чтобы вы становились крутым специалистом, не ограничиваться только одним источником дохода, потихоньку вот так вот пробовать себя еще в дополнительном заработке. То есть пробовать и ошибаться быстрее. В любом предпринимательском деле это самый главный принцип. Я вам рекомендую перейти в мой телеграм-канал, где я делюсь полезной информацией, полными гайдами, инструкциями, всеми ссылками, все, что касается международного образования и карьеры. Итак, выводы этого видео. В найме вы всегда строите чью-то мечту, а не свою. У вас есть выбор – остаться частью системы или выйти из нее, чтобы работать на себя. И самый важный ресурс – это время. Используйте его для своих целей, а не для чужих.